Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный корсетик с прозрачной вставкой по центру переда. Шить корсет я буду из свадебного сатина, ткань не плотная, не стрейчевая. Проклеивать ткань буду дублерином на хлопковой основе, не стрейчевый. Для прозрачной вставки буду использовать корсетную сетку, не стрейчевую. Перед работой обязательно отутюживаю ткань. Ткань для лицевой стороны дублирую. Как сделать выкройку корсета, смотрите мой предыдущий мастер-класс. Складываем ткань вдвое, раскладываем детали выкройки, соблюдая направление долевой нити. Не забываем ставить контрольные метки. Выкраиваем. Метки надрезаем на 3 мм. Детали лицевой части корсета готовы. Точно так же выкраиваем подклад. Чтобы выкроить вставку из сетки, находим, в каком направлении сетка более стабильная. У меня будет крой по утку. Сразу будем кроить двойную деталь со сгибом. Немного приутюжим сгиб и выкраиваем. Все детали выкроены, и подклад, и сетка, и лицевая сторона. Приступаем к пошиву. Соединяем детали иголками, совмещаем метки и линии среза. Здесь детали должны сойтись вровень на расстоянии припуска. Шьем. Припуск 12 мм. Сетку прошьем по краям, отступив 3-4 мм. Все швы разутюживаем. Область чашки утюжим на круглой колодке. Вот так сейчас выглядят подготовленные части корсета. Убираем пока подклад. К лицевой стороне прикладываем сетку, совместив с метками на ткани. Шьем припуск 12 мм. Строчку заканчиваем на метке конца выреза. Берем вторую часть корсета, сетку отгибаем вверх, складываем детали и зашиваем центральный шов. Подкалываем сетку ко второй части, ориентируемся на метку начала выреза. Пришиваем сетку. Проверяем, все ли хорошо у нас получилось.
По верхнему срезу срезаем уголки припусков. Создаем туннели для косточек. Пришиваем припуски на расстоянии 7 мм. Я пришиваю только те припуски, которые направлены к центру переда. Отрезаем две ленточки шириной полсантиметра и длиной около 30 сантиметров. Это будут петельки для вешалки. Складываем вдвое ленту и пришиваем к верхнему срезу бокового шва. Вот так сейчас выглядит лицевая сторона корсета. Переходим к подкладу. Также можно срезать уголки припусков. Теперь совмещаем подклад и лицо вот таким образом. Обязательно совмещаем все метки. И соединяем иголочками половину верхнего среза, совмещая швы лица и изнанки. И проложим вот здесь соединительную строчку. Припуск 1 сантиметр. После рельефа переда плавно увеличиваем припуск до 12 мм. Здесь меточка 11 мм и плавно переходим на 12. Здесь шьем, попадая в предыдущую строчку. Заканчиваем в точке начала вставки. Укрепляем верхний срез. Я беру ленточку органзы шириной около 2 сантиметров, прикладываю ее к срезу, шью по предыдущей строчке. Срез спереда немного припосаживаю под лентой. Это делается для лучшего прилегания корсета в области груди. Вот так выглядит верхний срез после припосадки. Лентой заходим немного ниже начала сеточки. Спинку не припосаживаем. Разворачиваем детали и пришиваем припуск в сторону изнанки. Также прихватываем петельку. Не дохожу строчкой до низа около 10 сантиметров. Подрезаю ленту с двух сторон, оставляя по 2-3 мм. По центру, начиная от сетки до рельефа переда, на припусках высекаем треугольники. Прикладываем вторую часть подклада к корсету, подкалываем иголками, совместив метки.
Шьем от точки начала вставки. Шьем по предыдущей строчке. Также плавно выходим с припуска 12 мм на припуск 1 см. Алгоритм действий повторяем так же, как с предыдущей половиной корсета. Точно так же укрепляем верхний срез органзой, пришиваем припуск к изнанке и высекаем треугольники на припуске. Теперь соединяем детали подклада по центру. Зашиваем. И продолжим строчки, которыми мы пришивали припуски к изнанке. На деталях спинки отмечаем припуск 8 мм. Теперь на этой линии делаем разметку для петель. Отступаем от шва 5 мм и отмеряем расстояние для петель 19 мм. Внизу оставляем 7 мм для обработки низа. Из корсетного шнура нарезаем петли длиной 4 см. Концы обрабатываем огнем. К метке прикладываем один край петли, уравняв его со срезом. Пришиваем. Останавливаемся и пришиваем второй край. Следующую петлю прижимаем к предыдущей, пришиваем и так далее. Теперь, расправляя кончики петель, прокладываем строчку на расстоянии 4 мм. Делаем еще одну строчку между этими двумя, но уже с закрепками. Все, петли аккуратно и прочно пришиты. Складываем детали спинки, делая перекант наизнанку. Нижний срез изнанки сдвигаем на 2 мм вниз. Шьем на расстоянии 1 см. Выворачиваем, расправляем петли, фиксируем лицо с изнанкой. Прокладываем строчку на расстоянии 8 мм. Создаем еще один туннель для косточки. Отутюживаем шнуровку и верхний срез. Меня часто спрашивают, что в моей подушечке для охлаждения швов. Так вот, внутри нее обычные древесные опилки. Отутюжили корсет. Беру вот такие пластиковые косточки. У меня они шириной 6 мм. Длина косточки
не доходит до верхнего среза на полсантиметра и на 1,5 сантиметра до нижнего. Концы косточек скругляю и оплавляю огнем. Ставлю косточки в туннели. Чашечки я беру готовые, обычные, круглые. Нахожу центр чашки, нахожу метку центр груди, совмещаю метки. Чашки я пришиваю к припускам вручную сверху и снизу. Чашки пришиты. Соединяем нижний срез, совмещаем швы лица и изнанки. Изнанку выпускаем на 2 мм ниже лицевой части. Собрала весь нижний срез корсета и прокладываю соединительную строчку на расстоянии 4 мм. Подравниваю срез. Из ткани отрезаем ленту шириной 4 сантиметра. Я делаю надрез и вытягиваю нитку и режу по этой нитке. Таким способом я могу нарезать идеально ровные отрезки ткани. Лента для обработки низа готова. Прикладываем ленту к нижнему срезу на лицевую сторону корсета. Шьем с припуском 7 мм. Проверяем, не пришили ли мы нижнюю петлю. Срезаем ленту, оставив около 1 сантиметра. Загибаем края ленты внутрь. И приметываем ее по всему срезу. Строчку прокладываем в 1 мм от шва стачивания. Отутюживаем нижний срез корсета. И наш корсетик абсолютно готов. Выкройку этого корсета я моделировала из выкройки от нашей школы шитья корсет с вырезом сердечко. Друзья, сохраняйте этот полезный мастер-класс, поддержите мой канал лайком и комментарием. Я всегда рада вашим отзывам. Всем легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.